Василий, я прошу тебя, опомнись. Меня знает полгорода. Василий, не будь идиотом. Василий, не будь идиотом. Пап, меня же Толик бросит. Василий Иванович, мы квартиру не получим. Да молчи, ты, не с тобой разговаривают. И телефоны запиши. У меня нет слов. Деда, у него нет слов. Ну чё, кино, телевизор, чё? Не дай сюда. Чтоб вы пропали. Людей постыдись. Как ты только там сядешь, на тебя себя пальцем будут показывать. И ты будешь смешон. Понял ты это или нет? С нами здороваться перестанут. Понял? Понял. Надумаешься, поздно будет. Все. Надоело выдавливать из себя раба. Каждый день по капле. Я тебе этого никогда не прощу. Домой можешь не возвращаться. Папочка, вернись! Эгоист! Ты всю жизнь думал только про себя одного! Идиот! Доброе утро, Демьян Егорович. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Привет, олимпийцам. Здравствуйте. 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 Здравствуйте, пионеры. Доброе утро, Демьян Егорович. Привет, ветеранам. Доброе утро, товарищи. Сегодня понедельник, 2 ноября. О чем сообщает нам в эти предпраздничные дни? Старожилово, Рязанская область. 300 центнеров сахарной свеклы с гектара, урожай отменный, даже для плодородных зон собрали в колхозе имени Ленина. Таков результат перехода земледельцев на индустриальную технологию и коллективный подряд. При значительном сокращении затрат это позволило в полном объеме и с высоким качеством производить весь комплекс полевых работ. При плане 400 тысяч тонн уже отправлено на заготовительные пункты около 500 000 тонн сладких корней. Оренбург. Впервые почти за 2 десятилетия хозяйство Оренбурга колхозы и совхозы области дали по 2 плановых задания. Успех земледельцев в нынешнем году стал возможен в результате научно-производственной системы «Подсолнечник» Чемкенко. На заготовительные пункты области поступили последние. Доброе утро. Доброе утро. Заседаете. Заседаете. А там, между прочим, люди власть в свои руки берут. Какую власть? Нашу власть. Народную. Кто разрешил, я спрашиваю.
Неделин. Где разрешение на проявление народного волеизъявления? А, сейчас. Нету. Нету, Демьян Егорович. Товарищ Пугачев. Я ведь помню, было разрешение. И зарегистрировано. А теперь нету. Кто подписывал разрешение? Так вот, председатель исполкома. Что? Что говоришь, Неделин? Да я Демьян Егорыч, да чтобы я, Демьян Егорыч. Полковника Галкина. Что вы делаете? Что вы делаете? Отпустите меня! Я корреспондент газеты «Святославская правда». Моя фамилия Васин. Полковник Пустите Галкин, же меня! Вы мне куртку порвете! Пустите руку! прошу немедленно освободить площадь. Товарищ полковник, это не В конституционно! противном случае будем вынуждены применить силу. Не освобожу. Я здесь на законных основаниях. Что это? Разрешение на голодовку. Копия. Но все чисто, оформлено как положено, товарищ Здрасте. Андреев. Здрасте. Эй, слушай, сержант, а что это за летчик, полковник? Знаешь, летчик, был летчик. 28 лет непрерывного стажа в Святославском стройуправлении. Работает каменщиком. Беспартийный. Жаль. Морально устойчив. Имеет дочь. Дочь замужем за младшим научным сотрудником нашего НИИ бетона и цемента. У меня вопрос к начальнику стройуправления. А почему гражданин Петров не на работе? Он у вас что? Отпуск у него законный, плановый. Он 3 года в отпуск не ходил. Плохо? Плохо, что наши советские люди по 3 года в отпуск не ходят. Ну что ж, товарищи,
Надо действовать. Лев Аверьянович, горком партии. Товарищу Пугачеву ответьте. Да, я слушаю, Демьян Егорыч. Так все будет сделано. Демьян Егорыч, о чем речь? Я, как коммунист... Так сегодня же только 2... Привет, Лев Так сегодня же Владимирович. только 2 ноября. До праздников сделаем, Демьян Егорыч. До свидания. Так, Агапкин, на ловца и зверь бежит. Ты сколько ремонтируешь машину Петрова? Кого? Петрова. Петров. Заслуженный каменщик, ударник коммунистического труда. Ты знаешь, откуда мне только что звонили? Пугачев справлялся насчет машины. Так где, ты говоришь, машина Петрова? Там. Господи. Так. Открыть. Это что? Это ее дети. А это Матильда, наша кошка официальная. О, крыса на складе завелась. Держи. О, резину жрет. Не успеваем заводить. Заведем, на завтра уже нету. Какая кошка? Где двигатель? Там, Где там? у вас, в кабинете. Избиркома партии. Требует немедленно показать машину товарища Петрова. Вот. Полчаса я их продержу. Но через полчаса эта машина должна бегать как жеребенок. Ты понял, Агапкин? Да, видок у нее того. Ну, это поправим. Главное, что движок работает. А там подрихтуем, подкрасят. Да, главное, что двигатель в порядке. Я думаю, через недельку. Дней так через... Понедельнику. Это реальные сроки, установленные лично товарищем Пугачевым. Все, хорош! Молодец. За смекалку хвалю, но послезавтра машина должна быть готова. Вы что, Лев Аверьянович? Да это... Это приказ, Агапкин. Ну зачем вам голодать? Мы торжественно вам обещаем, что ваша машина через 3 дня будет как новенькая. Так что можно считать инцидент исчерпан. Не исчерпан. Ну, нет у меня к вам веры. Пока машины не будет, я с места не сойду и крошки в рот не возьму. Разойдись! Разойдись! Прекратить волнение! Не сдавайся, Вася! За тебя массы! Человек из-за них Разойдитесь, голодает. кому говорю, в конце концов!
Я вот сейчас покажу. Городовой нашелся. Я тебя свистну. Ты что, батя, я при исполнении. А ты не забывай, чей хлеб ешь. Я тебе дома так свистну, месяц бюллетенить буду. Разойдись, кому говорю. Товарищи, есть предложение. На голодающего внимания не обращать. Как же не обращать внимания, если он сидит у нас под самым носом и протестует? Да что у нас? У самого. Но нам же, коммунистам, положение, сложившееся на станции техобслуживания, тоже не нравится. Здесь мы сходимся с беспартийным Петровым, поэтому как равный к равному не замечаем, как будто бы его вообще здесь нет. А в случае нарушения общественного порядка усилить работу с населением, но только убеждением, только разъяснением и никаких перегибов на местах. Я извиняюсь, товарищ Пугачев. Когда я смогу приступить к конкретным действиям? Ну, не время еще, дорогой товарищ полковник. Не время. Садитесь. Да, и вот что по поводу Москвы. Чтоб у меня тут никаких таких добровольных информаторов. Понятно, что я имею в виду? А как же мой вопрос? Да-да, Иван Андреевич, тут редактор жалуется. Сегодня твои ребята с его корреспондентом погорячились. Вот. Васин его фамилия. Так ты принеси извинения прессе, отпусти его. Ну что, все, товарищи? Я надеюсь, что завтра машина будет у Петрова, и вопрос с голодовкой будет закрыт. Я очень на это надеюсь. Ну вы даете, мужики, я домой звонил, Нинка уже бесится. Так хорошо бы движок сегодня установить. Да ты чё? Ха! Нинка уже гуся-то из духовки вынула, а ведь и гуся сожрет, и тебя, и меня с ним. Кстати, твоя уже там, знаешь, что она сказала? Да знаю. Ну давай, завтра с утра щетинимся и завтра все сделаем. Ну зачем мы здесь одни как Карлы горбатимся? Сделаем. Ну. Ну все. Пошли, понял? Да не волнуйся, сделаем в срок. Да щетинимся и сделаем. Вот так, Ильич, наворотили тут без тебя. А ведь какая идея была? Да. Не, все-таки идея привлекательная была. А? Молчишь. Интересно было бы узнать, что ты обо всем этом думаешь? Я думаю, Вась, пора кончать это геройство. Ты зачем пришла? Я домой не пойду. Я тебе тут принесла валидол и нитроглицерин. Зачем? Ну как зачем? У тебя ведь и год не прошло. Да ничего у меня не было. Ну на, возьми. Вась, ей-богу, никто не заметит. Твои любимые пирожки с капустой спекла, яички сварила, чаек с мятой. Ну просто перекусить, а? Ну ты даешь. Чего же это? Чтоб я свои принципы на яички променял? Кому нужны твои принципы? Весь дом над нами смеется. Иди. Иди.
Я пойду. Знаешь, чем все это закончится? Чем? Упекут они тебя вот чем. Да не упекут меня. Другие времена. Они сегодня передо мной этот целый день как штык стояли. Вот сейчас они все в этих окнах чай пьют с вареньем у своих телевизоров. Думать они про тебя забыли. Дурачок ты. Ладно, Вась, я пойду. Василий, послушай, мелочь хоть возьми. Ну, как хочешь. Ну, где там? Наступил новый день, 3 ноября. Все ближе главный праздник нашей страны. Добрый вечер всем, кто слушает сейчас нашу передачу, кто не спит, неся трудовую вахту. Ишь, Добрый маленько. вечер тем, кто бороздит нами небесное пространство, кто мчит по рельсам шоссе, по пескам пустыни и по тундре, кто стоит у жарких мартенов и хлебопекарен, кто зорко вглядывается в звездную ночную высь. Добрый вечер, дорогие товарищи. Все, сплю. Сплю. Коля, ты мне все это говоришь как мой юрист или как друг? Ты меня не успокаиваешь? Боже мой, Лёва, ты же мне совершенно официально платишь. Поэтому я тебе говорю как юрист. Ничего не бойся. У тебя есть Агапкин, а ты чист. Поскорее развяжись с этой машиной. Сам знаешь, с Пугачевым шутки плохи. Да, я знаю. Слушай, Коля, а может мне из членов выйти? Сейчас же. Ты же знаешь, нынче это просто. Скажу, недостоин. В свое время по разнарядке. Лёва, не пари горячку. Еще неизвестно, чем все это дело кончится, куда все повернется. А коммунисты реальная сила. Я говорил, вчера надо было кончать. Ну, конечно. Ты ведь сам сказал, что сегодня. Я? Ты. Да вы что, спокуха, ребята! Стоять! Кому? Кто подскажет разумную идею? Где эта машина? А может, я сам психи увел? Голодать надоело. Ну, ты сказанул, вчера вдвоем еле-еле толкали, а ты... Я чего думаю-то? Может, подшутил кто? Да кому она нужна? А может, ее внутрь загнали? Да смотрели уже. Спокуха, Лев Аверьянович, я чего думаю-то? Это металлисты. Металлисты тут с утра, с самого ранья. Это на тележке. Это они.
Вот она. Гони стольник. Этот ветер, этот свежий ветер, как сродни он самым светлым снам, кто ему как другу верит, тот в себя поверит сам, потому что свежий ветер, так могучий, добрый светил, свежий ветер, быть добру, сказал он Привет. нам. Ну и о чем вы с ним будете говорить? Ну расскажите истинный секрет. Он же того. Горячо любить свою родину. Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин. Жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин. Как учит коммунистическая партия. Как учит коммунистическая партия. Всегда выполнять законы. Здравствуйте, Василий Иванович. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Петров. Здравствуйте, гражданин Никаноров. Василий Иванович, у нас к вам есть одно небольшое предложение, весьма выгодное для вас. Мы вам... Что же вы делаете? У нас может лишить клиентов. Что вы с ним возитесь? А ну, убери плакат, убери, говорю, ну! Так вот, Василий Иванович, зачем вам ваша старая изношенная машина, которая практически не выходит из ремонта? Станция, техобслуживание, признает свои ошибки и поэтому в качестве компенсации предлагает вам вместо вашей старой, изношенной, ржавой, никуда не годной машины вот этот вот новенький Volkswagen. Вы чего придумали? Причем без всякой доплаты. Вы чего придумали? Да вали отсюда. Хватанул. Да мой Opel не просто немецкая машина. Ее моему отцу, как личному шоферу, маршал Баграмян подарил. Это мое наследие. Понимаешь? Память. Volkswagen. Не знаю никакого Volkswagen, я ничего не хочу. Я буду сидеть, голодать, с голоду подохну. И крошки в рот не возьму и с места не сдвинусь. А чего? А где моя машина? Что-то с ней случилось, да? Да все нормально, Василий Иванович. С машиной все нормально. Все нормально. Есть коллектив, ударно, трудится. Просто станция техобслуживания решила пойти. А это у вас лечебное голодание? Чего? Голодание, говорю, лечебное, дозированное охлаждение, анабиоз, да? А? Интересно, Василий Иванович. Очень интересно. Сразу и машину отремонтируем, и здоровье. Я тебя предупреждаю, если мне придется положить на стол свой партбилет, если мне придется расстаться с родной станцией, то ты, Агапкин, расстанешься со всем своим движимым и недвижимым имуществом. Ты меня знаешь. Я ни средств, ни сил на это не пожалею. Будешь любоваться на небо в клеточку. Да? А если я расскажу? Да ничего ты не расскажешь, просто не успеешь, понял? Значит так, гражданин Агапкин, задача у тебя ленивая. Через 3 дня здесь должен быть точно такой же «Опель», как был у Петрова. Да вы что, Лев Ильянович, ну дайте хоть неделю. 7 ноября на носу. Ты понял, чем пахнет? Ну, теперь все может этот протестант. Была бы у него голова на плечах, раздел бы нас до нитки. Ты понял, Агапкин? А деньги? Вот твои деньги. Вот. И закупочные, и проездные, и командировочные. Нехорошо так, своих-то товарищей. Твои товарищи в зоне вечной мерзлоты в Магадане. На станцию. Коля, к часу дня я тебя жду на станции. Надо выработать линию защиты. Понимаю, Лёва, понимаю. Я все должен сделать, чтобы его убрать. Тебе, Коля, любую ставку, двойной гонорар. Останови-ка, я выйду. С вами можно переговорить? Вы откуда, из правкома, что ли? Только предупреждаю, я с ним разговаривать не буду и не просите. Слушаю Я вас. к вам как частное лицо, к частному лицу. Вилочки сейчас будут. Ну, видите, на На работе. минуту, На на минуту работе. можете выйти переговорить? Не могу я с вами тары-бар разводить. Вот вилки, кто хотел?
видите ли, я по поводу Василия Ивановича, его голодовки, акции его голодовки. Ясно, что коню понятно. Только предупреждаю, что вы со мной... Сейчас. Слушай, замени меня, пожалуйста. Я сейчас на 1 секунду. О, Господи. Фамилия моя Рубакин Юсупов Николай Николаевич. По профессии я адвокат. Вы только не пугайте меня. Я сама экстрасекс. Ну? Я по поводу Василия Ивановича, его акции голодовки. Ну, это коню понятно. Только я вас предупреждаю, вы меня не уговорите. Дальше. Дело, о котором я хочу с вами переговорить, в большей степени касается вас. И в перспективе, я думаю, дело для вас очень выгодное. Мы можем с вами уединиться? Уединиться. С таким мужчиной. Пошли. Доверьтесь мне, и у нас все получится. Буду звонить каждый день. По 2 раза. По 3 раза. Вот дай ты поговорить. Ну что ты как это? Лев Аверьянович. Да, дозвонился. Понял. Клуб любителей старых машин. Минутку. Что ты все ходишь? Ну, мужской разговор. Понял. В Ленинграде и в Таллине. Поезд через 2 часа. Не понял, кто я? Кто? 5% мое последнее слово. В таком случае ищите себе другого адвоката. Так, подожди. 10%. 10% это ж сумасшедший навар. Боже мой, что за выражение? Аглая Андреевна, вы получаете все. Все, о чем только может мечтать человек, вы получаете. И 10%? Меньше, чем за 30 я работать не буду. 15. У меня дочка беременная. Это не довод, у меня тоже дочь. — 20. От семьи отрываю, не от себя. Хорошо. 25. 25 из уважения к вашей деловой хватке. Подписывайте и давайте прекращать эту непристойную торговлю. Сейчас. Итак, Да. все, о чем мы с вами говорили. 3-комнатная квартира, институт. Заочный, только в Москве. Заочный, место старшего научного сотрудника для вашего зятя Толика. Да. И детсадик для Олечки. И детсадик для Олечки. Все? А сколько времени это будет все делаться? Да это быстро. Это быстро, это уж я беру на себя. Да, вы берете. Мало не покажется. Остается за малым дело. Василию говорить. О, Господи, Аглая Андреевна. Мы, кажется, с вами оговорили весь план действий. А вы опять за старый, если он будет упорствовать. Ну, некуда ему деваться, Аглая Андреевна, некуда. Да вы его не знаете. Он тихоней, а как упрется... Вы же супруга, внезапность, штурм, натиск. Вы ответственный квартиросъемщик, раз. Раз, Неизбежность развода в случае несогласия, 2. 2, Появление скоро 2-го ребенка у Тани. Эрго-дедовские чувства, 3. 3. Массированность атаки, 4. Аглая Андреевна. Удивил, победил. Пуля дура, штык, молодец. Подписывайте. Подписывайте, Аглая Ой, не Андреевна. знаю. Вот здесь. Поняла. Угу. Ну вот. Василий,
Теперь твои права будет защищать юрист. Фамилия адвоката Рубакин Юсупов. Это очень авторитетный человек. Алло, добрый вечер. Это я, Рубакин Юсупов. Все в порядке. Теперь этот Петров будет голодать за нашу программу. Но требуется ваша помощь. Ну хорошо, давайте назовем это вмешательство. Тоже нет? Значит, все-таки помощь? Неважно, дело не в словах. Да, прямо сейчас. Ну так в чем будет заключаться моя помощь? Вы должны сменить Пугачева. Вы всерьез надеетесь, что голодающий поможет кооперативам? Ну а что мы еще можем предпринять? Вы же сами видите, Пугачев устроил нам прессинг по всему полю. Мы этого голодающего, если он только сможет нам помочь, почетным гражданином города сделаем. И на Пугачева нашелся троянский конь. Умница, умница, как он это все вовремя придумал с этой голодовкой. Если он там продержится до 7 ноября... Что-то я не пойму вашей двойной игры. Вы же помогали автосервису прекратить эту голодовку. Да что там автосервис? Надо смотреть шире. Появилась возможность помочь инициативным людям пробить эту стену, которую возвел этот ваш Пугачев. Да, Пугачев, конечно, ситуации не догоняет. Ну вот вам и карты в руки. Да что ж вы себе так мучаете, Лев Аверьяныч? Не завтракали. Поешьте вот хоть все свежее с базара. Ну, нельзя же так. Ничего. Ничего. Третьи сутки пошли, третьи сутки. Слушай, а может, он просто сбежал? Струсил в Аню-то. От жены, от детей, от иномарки и такого дома. Ха. Да не тот человек, а Агапкин. Верно, не тот. Но ведь нет его. Адвокат этот проклятый куда-то запропастился. Звонила сегодня? Звонила. Жена опять врет. В Москве пробудет, наверное, еще 3 дня. Какая Москва? Не знаю, не знаю. Пора. Кто стоит за всем этим? Выяснил? Выяснил, Демьян Егорович. Отделение Народного фронта Святославля за перестройку называется «Справедливость». Так и зарегистрировано. Кто конкретно там? Председатель-адвокат Рубакин Юсупов Николай Николаевич. Из-за кого же голодает этот Петров, по милости адвоката? Ну, за и по поручению 11 неформальных организаций и частных лиц. Заявка на голодовку протеста. Так и не найден, товарищ секретарь. Так, Неделин. Строгий выговор с занесением. На пенсию в связи с состоянием здоровья по личной просьбе. Ну ты смотри, а? Опять. Что там написано? Прочти, далеко. Я не вижу. А? Я, Петров В.И., голодаю за возвращение Святославского села Разгуляева из экономического подчинения Губановскому району в родной Святославский. Поддерживаю это требование разгуляевцев, исконных жителей Святославской земли. На, смотри, до чего ты город довел. Это уж... Ого. Демьян Егорович, посмотрите, что это там?
Итак, господин Петров, вы проводите голодовку протеста. Связываете ли эту акцию с перестройкой, проводимой господином Горбачевым? Я, как доверенное лицо и адвокат голодающего, могу с уверенностью сказать, что только демократические преобразования в нашей стране дали Василию Ивановичу такую возможность. Спасибо. Как самочувствие? Как себя чувствуете? Голодание проходит под постоянным наблюдением врача-диетолога, профессора Рождественского. Профессор Рождественский. Извините, вот так. Простите, вы выдвигаете требования политического характера. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Нам пора? Ни в коем случае. Только экономического характера. И только с разрешения городских властей. Yes. Что здесь происходит? Я из Что? МИДа. Вот мое удостоверение. Корреспонденты зарубежных телекомпаний США, Франция, Западная Германия. Официальное разрешение на поездку получено. Чу. Пугачев. Мистер, пожалуйста, ответьте, это тоже примета перестройки? Это наша городская милиция в полном составе, уезжающая в подшефный колхоз, так сказать, помощь труженикам села для уборки поздних сортов картофеля и моркови. Как видите, обстановка в городе настолько спокойная, что и милиция, можно сказать, не нужна. Послушайте, надо бы их как-то отсюда спровадить. У них официальная аккредитация в вашем городе до 8 ноября. Что им тут делать? Тут же праздник. Это у нас праздник, у них работа. Самое, что ни на есть работа. Ladies and gentlemen, excuse me, may I invite you for lunch and briefing. Yes. Ja. Bitte alle zum Mittagessen und dann briefing. Come on, please. Итак, все идет по плану. Через 2 дня, не позже, все наши обязательства перед голодающим должны быть выполнены. Ну-с. Кооператив «Челюсти века». Сегодня внучка голодающего идет в садик. Да? Прекрасно. Материалы для протезов можете получить на городском складе аптек управления. В среду. Теперь кооператив «Среднерусский тигр». Я. Документы о приеме в институт дочки нашего клиента уже в Москве. Послезавтра будут подписаны. Прекрасно. И я вас порадую. Партия персидских котят уже находится в пути. С паспортами? Разумеется. И кооператив «Радость через...» Через что наша радость? Радость через здоровье, через радость. На чужом горбу в рай захотели. Паразиты.
Я тебе сейчас устрою справедливость. Проклинаю, Юда. Хватит, хватит ему, хватит! Вы меня еще запомните! Вы еще! Вы увидите меня! Еще. Мы еще посмотрим, ладненько. Посмотрим, кто будет смеяться последнего. Посмотрим еще. Анюта, собирай народ, поживее. В центральном цехе. Товарищи! Пока мы вкалывали, не щадя сил, нас предали! Все мы знаем, кто это сделал. Это сделали враги перестройки. Всякая кооперативная нечисть, пиявки, присосавшиеся к материнской груди демократии. Все вы знаете меня, вашего директора. Давайте же вместе пойдем по долгому и далеко не простому пути дальнейшей демократизации нашего общества. Это дело сугубо добровольное, но так дальше продолжаться не может. Стоит вопрос жизни или смерти. Либо мы их, либо они нас. Я призываю вас к инициативной рабочей голодовке. Пусть голосует ваша рабочая совесть. Кто за, поднимите руки. Я вас заверяю, что сегодня же нас поддержат наши соседи с Точмаша, рабочие коммунхоза, радиально-сверлильщики, восьмимартовцы. Я уверен, они нас поддержат. Годы многое меняют. Время летит, это правда. Так поется в английской рождественской песне. Это очень напоминает то, что происходит сейчас здесь. Город Святославль – образец инициативы снизу. По примеру рабочих автосервиса, здесь начали предпраздничную голодовку рабочие других предприятий. Послушаем их. CBC News. That's okay. And now, was that lady? What happened here? Very strange. Лари, что случилось? Наши мужики перестали жрать, будто они неладны. Да иди же ты скорее! Мисс, куда все бегут? Ты что, мужики, на что делали? Паразиты! Паразиты? Паразит. О, паразит. То не работает, но ест. А теперь то работает, но не ест. Колоссальные перемены. Таким образом, всего, вслед за автосервисом, объявили рабочую голодовку 4 предприятия и 2 учреждения. Ни выходов на работу нет. Все идет ритмично, по плану. По нашим данным, завтра рабочую голодовку объявят еще. Рабочую голодовку? Ишь ты, прям беда какая-то. Ты видел в городе эти? Пионеры только делом и заняты. Больше некому. Все же умные стали. Это же работать прям невозможно.
Да, кстати, Андреев, откуда ты столько языков знаешь, а? По комсомольской работе, Демьян Егорович. По комсомольской. Небось, по ночам врагов слушал. Они ж на русском-то вещают, Демьян Егорович. А я радио Москвы слушаю. По-английски. Ну-ну. Все как следует посмотрели. 4 комнаты. Ты это сядь. Санузел раздельный. А полы? Паркет. Мама уже первый взнос правления отнесла. Ну, хорошо. Ты смотри, все выполняет. Это прям Хоттабыч, Как ты себя чувствуешь, папочка? Нормально. Голова немножко кружится. Надоело мне тут. Крутится. Художник это. Домой хочется. А ты на меня сердишься, дочка? За что, папочка? Ну, что я всю эту кашу затеял. Ну что ты? Ты ж для нас стараешься. Вот только злые языки про нас говорят, соседи на работе. Чего говорят? Ну, что мы мясо ворованного Столовского объелись. Вору. Кто теперь живет Не иначе? волнуйся, папочка. Вору. Это не все. Большинство поддерживают. Привет передаю. Мама говорила, у тебя таблетки есть. Она Да приносила. ладно. Накаркайте еще вместе с матерью. Прошло уже. Есть у меня все. Попей еще. Ну, я пойду, папочка. Иди. Береги себя. Пока. Вообще-то тут костерок не полагается. Ну, я сейчас. Сиди. Ты с какого года, Василий Иванович? С 35-го, Демьян Егорович. С 35-го. И я с 36-го. Однолетки, значит. Да. Заварил ты кашу, Василий Иванович. Это не я заварил, вы заварили. Теперь вот расхлебываем. О, язычок у тебя. Может, все-таки прекратишь это безобразие? Всех перебаламутил. В городе черт что творится. А? Василий Иванович. Да не могу я, Демьян Егорович. Я ведь теперь не сам за себя. Народ за мной. Народ. Да, товарищ Петров, не получается у нас разговор по душам. А жаль. Ну, бывай. До свидания, Демьян Егорович. Сегодняшний.
Этот блеф пора прекращать. Я свои обещания выполнил, вы достаточно заработаете. На ваших челюстях век и котятах достаточно. И не оттягивайте время. Поймите, дорогой вы мой, когда начнут во всем этом разбираться, ваша голова полетит первой. Вы рано пасуете. Да, вы безумец. Самое главное уже произошло. Никто ни волевым усилием не посмеет остановить вашу деятельность. Если пленум горкомов утвердит меня на пост первого, в моей благодарности можете не сомневаться. А пока спасите свою шкуру. Куда же вы? Я довезу. В следующий раз. В следующий раз.
любимой всеми песней просили поздравить работников нашей Святославской станции техобслуживания и ее директора Льва Аверьяновича Никанорова многие благодарные автолюбители. А теперь реклама. Ты еще и поздравляешь. Где же справедливость? Почему им именно сейчас приспичило затеять эту чертову демократию? Вся жизнь псу под хвост. Дема, ну нельзя же себя так изводить. Ну и ничего же не случилось. Сейчас каждый день где-нибудь кто-то голодает. Если на каждого внимание, так... Дема, нельзя себя так изводить. Сейчас же тебе нужны силы. Возьми, поешь немножко. Смотри, Не все идет, остыло. Давай. Лёля. Ой, Господи, боже мой. Думаешь, у нас в техникуме сладко? Но, как говорится, большего зла человеку не пожелаешь, чем жить в эпоху перемен. Кто это сказал? Древние китайцы. Поешь же что-нибудь. Что ж ты мне с голодовки дома устраиваешь? Дема, домой нечего приносить свои голодовки, забастовки. Вот на работе, пожалуйста, на работе у тебя все устраивает. Закройте глаза, на меня смотреть не надо, и прислушайтесь к тому, что будет с вами происходить. Приготовились? Начали. Здравствуйте, молодцы. Так держать. Привет, мастера. Здравствуйте, Геннадий Иванович. Василий Иванович, прораб перестройки. Очень точно. Очень точно, товарищ Боевицкий. Василий Иванович! Здрасте. Доброе утро! Как спалось? Ничего. А мне замечательно. На этом сеанс закончен. Не торопитесь в суету дня. Попробуйте сохранить то состояние, в которое вы сейчас пришли. Состояние спокойствия, легкости, освобождения от боли. И проживите этот день спокойно, с радостью придите на работу, отработайте и, вернувшись домой, принесите такое же спокойное, хорошее, уравновешенное состояние вечером домой. До следующей встречи. До свидания. Будьте здоровы. Доброе утро. Доброе утро. Отдел пропаганды прибыл. Отсутствует 4 человека. Причины выясняются. Промышленный отдел прибыл. Здравствуйте. Отсутствует 2 человека. Здравствуйте. Командировка по городу. Здравствуйте, Геннадий Егорович. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Прошу. 47 копеек. Минуточку. Товарищи, кто из вас сегодня еще ничего не ел? Я не ел. Очень хорошо. Я не завтракал. Так кто еще? Я не завтракала. Я еще не ел. Очень хорошо. Замечательно, я тоже. Так, для начала достаточно. Я думаю, что остальные нас поддержат. Товарищи, мы должны поддержать инициативу масс. Вернее сказать, сделать ее своей инициативой. Поголодаем, товарищи. Да. Это дело добровольное, но вы сами понимаете, что ни один сотрудник аппарата не может оказаться в стороне от этой инициативной голодовки. А куда же все это мы денем? Подсобки столько продукта. Да. В детсады, в школы. Я думаю, что детям. Нельзя детям, Демьян Егорович. Почему?
Они за эти дни привыкнут к нашему рациону, а потом откажутся есть нормальную пищу. А им еще жить и жить. Не знаю, может, ветеранам? Будем голосовать, товарищи. Все должно быть демократично. Кто за инициативную голодовку, прошу поднять руки. Понимаю. Понимаю. Предлагаю голосовать поименно. К сведению желающих написать и доложить в центр. Я уже сделал это сам. И центр обещал нас поддержать. Василий Иванович, поехали. Куда это? Поехали, поехали. Василий Иванович, вы убедились, что я все делаю в ваших интересах? Поехали. Как открыть? Че, опять что-нибудь придумал, а? Ну ты, Хаттабыч, даешь. Ничего, что вас Хаттабычем называю, а? Да ничего. Че, может мне побриться к завтрашнему, а? Вкусно пахнет. Чего же вам еще не хватает? Давайте подумаем. Квартира трехкомнатная, причем с паркетным полом. Да, да. Внучка Оленька в детский садик ходит? Ходит. Ходит. Дочка в институт устроен. Да. Глазом не успеете моргнуть, пожалуйста, молодой специалист. Ага. С зятем все решено. Но мне-то вы верите? Ну, да. Да. Машина не отремонтирована. Василий Иванович, дорогой вы мой человек, откройте глаза, посмотрите, как люди живут. Вы хоть газеты когда-нибудь открываете? М? Откуда это в вас? Хороший человек, прекрасный семьянин, открытое лицо. Да вам бы лет 5 назад в кошмарном сне не приснилось бы. Ну, сесть там, где вы. Уселись. А теперь можно. Но раз можно, значит, дави, дожимай, бери за глотку. Откуда это у вас, Василий Иванович? Ну, вам все это очень нравится. Ну, чтобы вас это упрашивали, иностранцы, экскурсии, квартира с паркетом взять. Я же вам это все гарантирую. Дочка. Дочка, внучка. Да, это... И давайте кончать с этим. Это уж становится просто скучно, неинтересно.
Спасибо. Поужинайте. Сегодня стаканчик кефира. Вот кашки можно. Немного. Завтра супчик овощной. Любите овощной супчик? Ну что вы на меня так смотрите? Кончайте вы с этим, ей-богу. Кончайте, это уже становится просто... Спасибо. Становится просто, ну, куром насмех. А как же я людям в глаза смотреть буду? Вот и я про это. Как вы людям в глаза смотреть будете? Что люди-то подумают? И то ему, и это, и пятое, и десятое. Он все что-то сидит, все что-то высиживает, все ему чего-то мало, мало. Ешьте. Каша стынет. А ведь была идея. Кончилась идея, Василий Иванович. Так, почему без флага? Держи. И в колонны, в колонны, в колонны. Лев Аверьянович. Все. Держи. Лев Аверьянович, Агапкин я. Ну да, я машину достал. Лев Аверьянович, спорим, что ты не знаешь, какой республики это флаг. Давай, давай отсюда. Строиться иди. Эх ты, я все равно выиграл бы. Лев Аверьянович, Опель. Опель. Точно такая же, как была. Да-да, сюда. Там она. Московского гарнизона для парада во знаменовании годовщины Где же она? Не понимаю. Ну, тут же была. революции построены. Ну, платформа здесь стояла и... Ну, Лев Аверьянович, не понимаю, ну... Ребята, Опель! Машина такая. Эй, друг, а где моя машина? А тут машины нету, тут путя. Да на платформе стояла. Ничего не знаю. Эй, друг, ты что, не узнаешь меня? Ты ж сам отцеплял. Ну, старинная такая машина. Опель. Опель, шмопель, дупель, попель. Ту-ту твой опель. Что? Тут. А наше дело маленькое. Причепил, отщепил. Больше ничего не знаю. Вот тут... Ты что несешь, гад? Давай причепим и поедем. Куда? Куда? Куда рельса повела, о! Прости, друг, жизнь дорогая стала. Ворюги.
Ну все, он поужинал. Кто? Вчера голодающий поужинал. И сегодня даже позавтракал. Замечательно. Хоть праздник проведем по-человечески. Что ж замечательного-то, Демьян Егорович? Как раз наоборот. Вы чью инициативную голодовку поддерживаете? Ведь никто в городе не голодает. Только вы и те, кто с вами. А это уже не поддерживаете. Это совсем по-другому называется. И со мной, не посоветовавшись, в центр поспешили доложить. Напрасно. Now, ladies and gentlemen, you are kindly welcome to this hall. Here you'll see an exposition which tells us about the modern life of Sviatoslav. Please come closer. Our citizens try to do their best to develop the process of democracy in this town, in these days. In this picture, you can see a portrait of one of the heroes of these days, Vasily Ivanovich Petrov, prarab Perestroiki. I hope there is no need to translate these words. They are known all over the world. Prarab Perestroika.